Для создания базы букета нужно срезать разные веточки. У меня это сирень, плющ и ива. И подберем посуду, которая подойдет по высоте. Пока что у меня вот 3 варианта. Уже на этапе выкладывания веточек образуем асимметрию букета. То есть с одной стороны ветки будут выше, с другой ниже. Гибкие веточки ивы работают на расширение букета, на увеличение его в ширину. Вот они отходят в сторону, изгибаются красиво. Этой же функции расширения букета служат гибкие ветки плюща, которые составят нижний ярус. Обратите внимание, что асимметрия поддерживается до сих пор. Слева у нас высокие ветки, а справа низкие и более широкая часть букета. Вот такая продуманная, пышная база даст по итогу красивую композицию. Я добавила пока немного листьев лилейника, которые тоже несут декоративную функцию. И буду вставлять веточки миндаля, которые можно рассматривать здесь скорее как уже цветы. После добавления цветущих веток миндаля букет выглядит так, но я его не хочу оставлять в таком виде, потому что цветочки мелкие, у меня очень много декоративных веточек, и все это немножко рябит. То есть, если бы я хотела сделать букет из веток миндаля, я бы меньше мелких деталей зеленых добавила. А в данном случае все-таки миндаль будет таким фоновым растением. Устанавливаем главные цветы, в нашем случае это нарциссы. Обратите внимание, что слева они более редко расставлены и они более высокие, а в правой части они составляют такую как бы густую шапочку, то есть основу букета. Добавить букету роскоши, пышности. Попробуем добавить гиацинты, которые будут хорошо сочетаться с миндалем. Добавление более тонких веточек сделало букет еще изящнее. Так как букет выдержан в достаточно близких цветах, желтых и розовых, я хочу добавить несколько таких маленьких акцентов, которые оживят его. В нашем случае это такие еще не распустившиеся гиацинты голубовато-фиолетового цвета. Добавление маленьких цветов фиолетового цвета сделало букет живее, чуть-чуть интереснее. Вот такой букет у меня получился. Покажу детали. У вас получится нечто похожее, если вы будете просто соблюдать те же правила, которые я указала. То есть асимметрия букета, пышная база, расстановка цветов основных и затем добавление акцентов.